Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я хочу вам показать, как сплести вот такое вот донышко. Прямоугольное от центра, как его рассчитать и как его сплести. Как это все сделать, я вам сейчас покажу и расскажу. Для такой вот корзинки квадратной, прямоугольной, я взяла вот такую форму. Вот коробочку, на нее приклеила вот так вот немножко уплотнения, чтобы корзинка получилась не просто вот такая перпендикулярная, а немножечко таким с наклоном, чтобы верх был немножко больше, чем само донышко. Значит, как сплести вот прямоугольное дно? Рассчитывается оно точно так же, как и овальное. То есть вот этот размер маленькой стороны прямоугольника мы делим пополам. Здесь вот у меня 18 сантиметров. Пополам получается 9. Вот, и от каждой стороны откладываем по 9 сантиметров. Так, ручка не пишет. Так, и с этой стороны тоже 9 сантиметров откладываем. И расстояние, на которое нужно нам положить наши стоячки, получается равное 9. Вот на расстоянии на 9 сантиметрах нам нужно уложить наши стоячки. Значит, опять-таки, вот беру серединку, подкладу 3 трубочки, вот так, и одну перпендикулярную кладу сразу на середину, вот так. И начинаю с двух сторон подкладывать стоячки, вот таким вот образом. Так, чтобы это получилось 9 сантиметров длина всех этих. Ну и так дальше накладываю стоячки. Здесь самое главное то, что нам нужно выразить уголочки. Для этого нужно наших... Почему я беру сразу 3 все-таки вот трубочки на основании? Вот эти вот трубочки потом у нас пойдут, крайние вот эти, они пойдут нам для того, чтобы мы могли на них образовать уголочки. Сейчас я линейку возьму, померяю, сколько тут получилось. Ну, 7 сантиметров, да, еще по одной трубочке добавляю, как раз будет 9 сантиметров. Вот так. Прохожу вокруг первый ряд веревочкой. Вот. И потом самое главное это уголочки. Сейчас я вам все покажу. Значит, все. Вот наши 9 сантиметров. Вот 9. Прям смотрите, точно 9 сантиметров. И теперь для веревочки что делаю? Соединяю 2 трубочки рабочие. Сейчас я, наверное, положу. Вот так. Чтобы было удобней. Две трубочки соединяю, перегибаю и начинаю вот отсюда оплетать веревочкой. Так. По кругу, доходя до угловой стоечки, я ее буду окручивать на каждом виточке. Независимо от того, добавляем мы сюда стоячок дополнительно или не добавляем. Вот так. Вот. Эта трубочка будет являться угловой. Вот она одна, и вот она вторая. И вот эту трубочку, прежде чем ее оплести, вот так, и пойти дальше, мы ее окручиваем вот так узелочком. Для чего? Для того, чтобы начал образоваться угол. Образовываться. Вот так. И здесь то же самое. Оборачиваем сначала вот так узелочком.
идем дальше. Вот так. Доходим опять до уголочка. Вот он уголочек будет, и вот уголочек будет. Прежде чем пойти дальше, оборачиваем трубочку, стоечку, вот так вокруг, образовывая уголок. Так. Идем дальше. Здесь точно так же окручиваем. Я использую нижнюю трубочку. Так. И продолжаю плести дальше. И теперь обратите внимание на вот на что. Значит, если расстояние, вот мы так убираем трубочки, да, смотрите, если расстояние уже совпало вот между этими стоячками при отгибании, точно такое же, как и дальше, значит, сюда нужно что уже подложить, добавить по трубочке на стоячок. Сейчас я до этого места дойду и покажу вам, как я буду добавлять стоячки. Так, вот я подошла к угловому стоячку. И теперь мне нужно сюда добавить трубочку. То есть 2 стоячка. Вот подвожу под угловую стойку. Сначала проплетаю одну половину трубочки. Вот. Потом ту, которая образовывает угол, оборачиваю ее вот так, опять узелочком. И только потом проплетаю второй кончик от трубочки. Среднюю трубочку просто проплетаю. Вот так. То же самое делаем и со следующей стоечкой. Подвожу под стоечку. Проплетаю сначала один кончик. Потом оборачиваю угловую стойку. И потом проплетаю вот второй кончик стоячка, который подставила. И все, иду дальше по кругу. До следующей угловой стоечки. Так. И так продолжаю плести до тех пор, пока у меня не образуется вот такой прямоугольник. Так, ну вот такое вот донышко у меня получилось. Сейчас я вам покажу. Пожалуйста, посмотрите. Так, наверное, лучше будет вот так. Посмотрите, пожалуйста, один в один все сошлось. Вот так. Теперь я буду поднимать стоечки. И как только потом перейду к рисунку, я потом тогда подкручусь и покажу вам, какой рисунок буду плести. Ну, вот такое вот донышко у меня получилось. Дальше мы будем плести рисунок на самой корзине. Дальше потом будем плести еще загибку, ручку. Так что мы еще с вами скоро встретимся. А пока вот такое вот донышко у меня получилось. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всего хорошего, до новых встреч, до свидания.